Всем привет! Сегодня приготовим с вами болгарские хачины с картошкой и сыром. Готовится достаточно просто. Из самых доступных продуктов очень вкусные лепешки, натуральная еда. Они получаются очень-очень тонюсенькие, буквально тают во рту. Готовятся из самых простых и доступных продуктов. Список необходимых ингредиентов вы найдете в описании под видео, а также в конце ролика. Для теста нам понадобится 300 мл холодной воды, 500 граммов муки, 1 чайная ложка соли. Из этого нужно замесить мягкое тесто. Тесту обязательно нужно полежать в пакете примерно полчаса. Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. Начинки для этих лепешек нужно столько же, сколько и теста. Поэтому 500 грамм картофеля превращаем в картофельное пюре. Оно должно быть довольно-таки густым, чтобы из него можно было лепить шарики. Добавляем немного горячего молока, кусочек сливочного масла, и вот такое пюре получается. После того, как пюре остынет до теплого состояния, добавляем 150 граммов творога, 150 граммов тертого сыра и щепотку соли. Начинка должна быть солоноватая. Хорошо перемешиваем. Прошло как раз примерно полчаса. Посмотрите, какое эластичное тесто должно быть. Припыляем рабочую поверхность мукой и разделяем все тесто на шарики размером с крупное яйцо. Шарики теста накрываем пакетом, обязательно, чтобы тесто не подсыхало. И из начинки лепим точно такие же шарики. Кстати, диаметр моей сковороды 24 сантиметра. Если у вас сковородка поменьше, то и шарики нужно сделать поменьше. А если больше, то и шарики нужно сделать побольше. Начинаем формировать первую лепешку. Берем шарик теста, приплющиваем руками, затем сверху кладем начинку и тесто натягиваем на начинку. Если мука хорошая и тесто достаточно отлежалось, проблем возникнуть не должно. Тесто очень легко натягивается на начинку. Сверху закрываем мешочек. Чтобы лепешки получились тоненькие, эластичные, не рвались при раскатке и растягивании, необходимо сначала собрать всю начинку в мешочки из теста и только затем раскатывать. Раскатывать я начинаю с самой первой лепешки, которую собирала первую в мешочек. Она полежала дольше всего. Тесто очень хорошо отдохнуло, клейковина расслабилась и лепешка стала очень эластичной. Для начала присыпаю стол мукой и рукой аккуратно разминаю лепешку от центра к краям. Затем беру скалку, также присыпаю лепешку мукой, чтобы она не прилипала, и аккуратненько, сильно не надавливая, раскатываю лепешку в круг, соответственно диаметру моей сковородки. Толщина лепешки должна быть всего лишь пару миллиметров. Жарить хачины необходимо на хорошо разогретой сухой сковородке, как и большинство кавказских лепешек и как лаваш. Огонь должен быть выше среднего. Я засекла, на каждой стороне я готовила свои хачины ровно по 1 минуте. На лепешках должны появиться светло-коричневые пятнышки в процессе приготовления, и лепешка обычно сильно раздувается, приобретая форму шара. В тот момент, когда она надулась, необходимо проткнуть ее ножом и выпустить пар, иначе хачин может треснуть где-нибудь по шву. Готовые хачины перекладываю стопочкой на тарелку и сразу же каждый хачин в горячем виде смазываю с 2 сторон растопленным сливочным маслом. Можно также смазывать кусочком сливочного масла. Оно очень быстро тает на горячих хачинах. Стопочку ароматных вкусных хачинов разрезаем на 4 части, наливаем горячий свежезаваренный чай и собираем всю семью к столу. Хачины получились очень тоненькие, у них очень вкусный аромат, приятный вкус начинки. Там и картошка немного чувствуется, и сыр, и творог. Очень вкусно. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди еще очень много интересного. Помните, что ваша поддержка очень важна для меня.
Поэтому делитесь своим мнением в комментариях и, конечно же, ставьте лайки. Желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч!